Хаюшки! Настал тот момент, когда я покажу, как добрался до 5-го уровня самогоноварения, сколько денег и времени на это ушло, а также с какими сложными ситуациями я столкнулся. Думаю, всех волнует вопрос, насколько же я окупился за неделю. Все это и многое другое вы узнаете по ходу ролика. В конце я открою 40 кейсов с Twitch-дропсов. Новые игровые режимы уже настал кейс. На сайте обновили апгрейды и контракты. Только посмотри на эти анимации. С помощью апгрейдов ты можешь сделать снарягу дороже в несколько раз. Апгрейдить хоть до штурмы, хоть до гаусс-пушки. Или запили контракт, чтобы обменять несколько предметов на один, стоящий в 2 раза дороже, чем все предметы контракта. Врывайся в StarCraft X с топовым снаряжением из обновленных кейсов с самым сочным дропом. Переходи по ссылке в описании, открывай бесплатный кейс и выводи выигрыш прямо на аккаунт в игру. Спросишь как? При помощи сталкоинов. Если хочешь стать лучшим в новом СК, тебе понадобятся сталкоины. За сталкоинами на StarCase. Ссылка и промокод в описании. Начать, как обычно. Я хотел бы с того, почему именно я решил это прокачать. Я видел в этом хороший источник дохода на долгосрочную перспективу, но в реальности все оказалось немного сложнее. Началось все с того, что я начал играть в новый StarCraft только 16 числа и до этого почти не играл, так что упустил много времени. Зашел я, значит, в убежище и начал проверять все, что там есть, и искать, на чем можно было бы подняться. В глаза мне бросилось самогоноварение, кулинария и патроны. Но я решил сначала вкачать только самогоноварение и приступил к прокачке. Тогда я еще не знал, что мне придется потратить на это не 1 миллионов. Первой проблемой стала тара для брожения, а именно полиэтиленовая основа, так как на нее нужно было много солевых, которые плохо спавнились, и цены были космическими. Поэтому я начал прокачивать и другие части убежища. 1 миллион, 2, 3, так и не заметил, как уже 20-ку потратил, а тару так и не скрафтил. На 18 число я все же решил ее сделать, накопил немного солевых, докупил оставшиеся и скрафтил. После этого через сусло начал вкачивать уровень. Первой целью был 4-й уровень, так как там открывается шампанское, и я хотел начать его продавать. 4-й уровень обошелся мне где-то в 5 миллионов. Небольшая цена, подумал я, пока не увидел, что на 5-й уровень нужно 250 тысяч опыта. Тут я упал со стула, представив, сколько же мне нужно будет потратить на это все. Давать заднюю уже было поздно, ведь уже было потрачено кучу денег на убежище, поэтому решил докачивать. Каждый день я выкупал тонны водоноса и пластиковых бутылок, параллельно фармил лабиринт, зарабатывая на это. Но дело шло долго, и товаров на аукционе по адекватной цене появлялось не так часто. Поэтому спустя 2 дня я решил сам бегать и фармить водонос, параллельно скупая аукцион. Так как я играю на ЕУ-сервере, оптимальная цена на водонос в то время была 200 тысяч за 50 штук. В общем, собирал я, дособирал. И через еще 3 дня, наконец, открыл долгожданный уровень. Сказать, что я был рад, ничего не сказать. Теперь я приступил к расчетам. Все время, начиная с 16 числа и до 23-го, было потрачено на прокачку. По деньгам же у меня вышло потратить на самогон 87 миллионов, а на остальное убежище ушло еще 67 миллионов, и там у меня далеко нет 5-х уровней. В целом я потратил 154 миллиона на это убежище. К вопросу, окупился ли я? Нет и еще раз нет. Даже учитывая тот факт, что я первый вкачал этот уровень на ЕУ-сервере, и у меня пока что нет конкуренции. За неделю я заработал только около 15-20 миллионов, что достаточно немного, учитывая все потраченное. Но в долгосрочной перспективе это все же будет выгодным пассивным навыком. К сожалению, я не могу крафтить алкобыков, так как на них нужна еще кулинария 5-го уровня.
Безусловно, сейчас все это дешевле, чем тогда, когда прокачивал я. Буду ли я прокачивать еще кулинарию и другие навыки? Скажу, что нет, не хочу. Maybe. По чуть-чуть буду прокачивать только кулинарию, остальное не буду. Мне сначала бы окупиться, а потом уже подумаю. К сожалению, уже на этапе выкладки ролика у меня появились конкуренты, и теперь окупаться я буду либо год, либо 2, так как англосаксонский опустил цену в Что раньше я продавал по 1 миллиону за стак, и его активно покупали, то сейчас эта цена чуть ли не по себестоимости для ЕУ, то есть выгоды почти нет. Ну, конечно, англосаксонская не единственная, еще какой-то Акакиш появился вместе с ним. То есть буквально за 1 день налетели и испортили мне бизнес. И да, это не его твинг. Я проверял, это разные люди. Эта английская думала, может скрыть свой профиль от меня. Вообще, эта функция бесполезная. Заходите на этот сайт и все, ищите чела. И там будет вся его статистика без сокрытия. Пользуйтесь гайдом. В общем, я просто кучу денег на это убежище без какой-либо отдачи и выгоды. Знал бы, что так будет, ни за что бы не начал вкачивать эту Самые большие трудности возникли из-за дефицита товара по более-менее нормальной цене. В целом, у убежища много косяков. Многое я просто не мог скрафтить и приходилось покупать на аукционе, ведь чтобы сделать те же точные инструменты, нужно еще куча всего. А в итоге это приводит к ресурсу, на который уже нужны точные инструменты для крафта, но ты как раз крафтишь их и физически не можешь скрафтить тот предмет, и приходится покупать на аукционе. Убежище не сбалансировано, там много косяков и моментов, с которыми тяжело мириться. Я это про те моменты, когда на крафт чего-то тебе нужно что-то, что ты можешь крафтить, только сделав тот предмет, и игра тебя подталкивает скупать эту дрянь на аукционе. Еще косяк заметил с кулинарией, а конкретно с паштетом «Собачья радость». На его крафт нужны хвосты сильной собаки. Но таких хвостов больше нет, потому что таких собак больше нет. Они были на Старом Севере, а на Новом их нет, и ты никак не можешь скрафтить эту еду. А она, как по мне, одна из самых выгодных для прокачки уровня кулинарии. В общем, косяков и балансного бреда тут хватает. Напишите в комментариях, с какими трудностями вы столкнулись при прокачке убежища, а также какие баги, косяки и недочеты нашли. Мне будет интересно прочитать. А теперь приступаю к открытию Twitch Drops. Их у меня всего 40. Пока я открываю, можете подписаться на канал и поставить лайк, если вам понравилось. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую разные новости и информацию о роликах, и иногда провожу розыгрыши. Еще у меня есть Boosty и Patreon, где я выкладываю ролики за день до выхода на YouTube. В общем, открыл я кейсы, и выпало мне 2 пистолета и твичер. А вот красочка мне не зашла. Из всего, что выпало, мне понравилось только это хексованное. Реально смотрится хорошо, а остальные не очень. По крайней мере, те, что мне выпали. Еще хочу сравнить этот глок с новогодним. Да уж, что и ожидалось между рангом сталкер и мастер. Ладно уж, буду заканчивать ролик. Всем спасибо за просмотры и до новых встреч!